Всем привет! На связи с вами Веруша. Я продолжаю показывать вам остров Пхукет, на котором я нахожусь. Я хочу вам сейчас дойду вместе с вами до своего отеля, идти примерно полчаса и покажу окрестности, покажу, какие отели находятся рядом с пляжем. Ориентировать такие золотые рыбки. Сейчас зайду в первый отель, который находится прямо рядом с пляжем. Нужно будет буквально пройти 3 минутки. Это новый отель. По отзывам я читала, что он не новый, но у него, как вы видите, супер расположение. То есть вот отель, и повернуть направо сразу будет пляж. И дальше вот так вот я пойду по прямой. Там будут разные отели, и я буду в них заходить. Поэтому надеюсь, что вам будет интересно. Так, это новый отель. Здесь еще рядом находится Андаман Бич отель. Следующий отель это Diamond Cliff. Это ресепшн. Ну, в общем, вот такой вот. Я уже дальше туда не пойду. Получается, отель Diamond находится, в 5 минутах от пляжа. Тоже в целом удобное расположение. Но до него нужно будет дойти вот этой дорожкой, откуда я сейчас пришла. Доходить здесь, конечно, вот от нашего отеля не очень комфортно. Мы сначала брали тук-тук. Это вот такие красные вагончики, вон они там стоят. И когда я заказывала тур, мне турагент сказал, что стоят они недорого. На самом деле, они, конечно, здесь повсюду, но стоят они как раз дорого. И мы от тук-туков вообще отказались. Для того, чтобы комфортно, на мой взгляд, передвигаться на такси, если вы не арендуете ни байк, ни машину, лучше скачать приложение, лучше вообще купить сим-карту. Она стоит 400 бат, то есть это там 1000 с чем-то, да. И прям вот вы прилетаете, идете в 7-Eleven. Это вот магазинчики, я там дальше покажу, они будут у меня по пути. И там, кстати, хороший магазин, там можно и разогреть еду. Вот мы встретили пару, они вообще ужинали там. Ну, это, конечно, уже перебор, я бы там не ужинала. Вот, это уж совсем такой бюджет-вариант. Вот, и, в общем, в этом 7-Eleven я купила себе сим-карту. И вот прям прилетаете, покупаете ее, безлимитный интернет, на 8 дней она. И прекрасно, у вас везде ловит интернет. До вас можно, и вы можете, и до вас можно дозвониться. По WhatsApp, конечно. В общем, отличный вариант. Так что очень рекомендую. Я с самого начала не знала. Уже потом ее приобрела, когда мы брали машину и ездили. Навигатор работает отлично, хорошо показывает геолокацию. В общем, все очень удобно. Дороги в Таиланде очень хорошие, ездить на них одно удовольствие. Единственное, есть места, конечно, очень извилистые, которые поднимаются в горку. Вот, но к этому тоже очень быстро привыкаешь. Ездить мне здесь очень понравилось на машине. На байке я тоже, кстати, ездила. И на байке мне тоже очень понравилось. Дальше идет отель Андамантра Resort and Villa. Мне его тоже турагент предлагал. Но мне кажется, что он довольно скромный. Сейчас я вам тоже его покажу. В него идти уже минут 10 таким свободным шагом, не спеша. Он находится в глубине, с деревьями. Кстати, местоположение тоже хорошее этого отеля. Он подальше от дороги. Дорога вот там осталась. Это хорошо. Не так шумно. Так, это ресепшн отеля Андамантра. Здесь слева какая-то кафешка. И вот там вот ресепшн. Но он такой, по-моему, не очень дорогой. Тут
без удовольствия в горку подниматься, а он в горку. Так что тоже все можно посмотреть на букинге. Ну, а я направляюсь дальше. Вон, видите, вон те вот виллы. Вот такие вот, там много-много. Вот там вот находится мой отель. Мы с вами вместе туда идем. Здесь тоже, как обычно, у отелей большое количество можно снять байков. Мы не рискнули. Во-первых, у меня с правами они просроченные оказались. Мы бы, может быть, один раз и взяли бы покататься. Но историй, конечно, я наслушалась много. Даже опытные водители, всякое, конечно, может быть. Ну, я говорю, я бы все равно покаталась, если бы у меня права были, но сказали все-таки, что довольно часто здесь останавливают байков, можно договориться, заплатить. Ну, кстати, в последнее время заплатить придется приличную сумму, если что-то не так. Вот, поэтому мы решили ограничиться только машиной. С правой стороны есть 7-Eleven. Очень удобно тоже. Он очень, конечно, удобный. Здесь тебе и тур, и все, и фрукты можно купить. Там дальше будет рынок вечерний, где можно будет покушать. В общем, все сделано для туриста. Вообще, я поняла, на самом деле, прогулявшись по центру, все, конечно, сделано для туриста. Такой своего рода немножко такое выкачивание денег с туриста. Вот. А половина из того, что вот есть в центре, или вот эти вот... Я прогуляюсь сегодня вечером, тоже все запишу. Вот вечером вот эти рынки бесконечные. Не рынки, а вот эти макашницы. Я не понимаю, в чем прикол. Просто так устроено. Но вот это вот одно и то же, которое повторяется постоянно. И через 2 дня мне, честно говоря, уже в центр не хотелось выходить. Большое количество людей, и вот эта еда, этот запах. Не то, что мне там неприятно, но просто вот красоты в этом никакой нету. Я вот не увидела никакой красоты в этом. Поэтому в целом мы в центр выбирались, получается, пару раз. Вот. А так, если вы не тусуетесь, можно прогуляться около пляжа, но опять же там очень много всяких палаток. Поэтому я бы лучше предпочла даже провести в отеле больше времени, потому что у нас он очень тихий, спокойный. Птички поют и отдыхаешь. Мне вот эта центральная патонговская вечеринка вообще не нужна. И я представляю, что там происходит ночью. Я уже взрослая для такого. Так что, в общем, это все не для меня. Сейчас время 4 часа дня, и вот здесь вот появляются такие макашницы, где можно купить еду. Это все я иду в направлении своего отеля, вот там вот. Так что если вы живете, выберете отель где-то здесь поблизости, то покушать здесь тоже можно. Еще один 7-Eleven магазин, то есть они здесь повторяются довольно часто, что очень, конечно же, удобно. Выбежать, что-то купить и попить. И... фруктов там не очень много. В общем, тоже голодным с этим не останешься. С этим магазином. Дальше здесь идет ресторан Sunset. Как-то там. Честно говоря, за все время отдыха мы не увидели, что здесь было бы какое-то большое количество людей, на которые рассчитан этот ресторан. Здесь играет вечером музыка, но мы как-то побоялись вообще здесь кушать. Там дальше будет тоже ресторан, я покажу, как ресторан-кафе. Мы там заказали смузи, и мы следили, как готовят. То есть там вот манго вообще не было. Просто досталось все из каких-то пакетов, куча льда.
Я у нее переспросила, это будет свежевыжатый сок, она сказала да. В итоге это был просто химический сок под названием свежевыжатый. Без удовольствия мы его выпили. Так, здесь, кстати говоря, сейчас мы дойдем. Здесь ферма слонов, коровки. Вот указатель ферма. Как вы видите, дорога с правой стороны такая не супер чистая. Поэтому в идеале, конечно, по ней лучше не ходить. Но, как вы видите, туристы тоже ходят. Вот. Потому что, значит, тук-тук вот до пляжа и до нашего отеля, от пляжа до нашего отеля, они заламывают цену. Я извиняюсь за такое слово, но это вот именно так. 300 бат. Вот. То есть это очень дорого. А такси, как я уже сказала, не все приедет, потому что там цена может быть 120 бат. Но у нас отель на горе, и не все хотят забираться на эту гору. Так что, в общем, такая история. С левой стороны здесь уже будет сейчас пляж Калим, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот здесь два пляжа. Есть Камала, очень хороший пляж, и Калим. Вот он каменистый, он находится рядом с нашим отелем. Но по факту здесь никто не купается, потому что здесь камни. Дальше идет отель, который мне предлагал турагент. Я там дальше в видео буду говорить о том, что на самом деле не обязательно ехать через турагентство. Не то, что даже не обязательно. Эти тук-туки, кстати, они могут быть дешевле, если вы компанией едете. Если вас 6 человек, то тогда получится дешево тук-тук. А вот если вы вдвоем, то или один даже, то вот этот тук-тук получается дорогим. Сейчас дойдем до Natural Park. Отель не такой вот из новых, но не супер новый. Там ему сколько-то лет. Я читала про него в отзывах. Тоже отзывы про него противоречивые, как и вот предыдущие отели, которые уже остались позади, которые я вам показывала. То есть кто-то пишет, там здесь бассейн очень холодный всегда. Кому-то все очень нравится, как обычно. Очень разнятся. Но одну вещь я заметила, вот читая про разные отели, что вот много все-таки не нравится людям завтраки. Наверное, многие привыкли там в Эмиратах как завтраки. Все-таки в Таиланде завтраки не такие. Я бы даже, может быть, если бы это был там не европейского там уровня отель, там не Хилтон, не там Рэдисон, к примеру, я бы, может, уже завтраки и не брала бы вообще. Здесь, потому что просто завтрак удобно брать в том смысле, что ты встал, уже сразу пошел на завтрак. А так, если отель находится на какой-то удаленности, то придется еще дойти. Поэтому нужно лучше тогда в этом случае выбирать отель, который будет рядом с инфраструктурой. Я тоже не буду прям тут ходить по территории. В общем, вот такой вот он небольшой. Мне что-то, как бы я посмотрела по картинкам, вроде он тоже ничего, тоже можно мопеды взять. Но мой отель мне понравился больше всего. Сейчас покажу с правой стороны. Здесь есть бассейн такой инстаграмный. Там в отзывах было написано, что все останавливаются на дороге и фотографируют его. Сейчас покажу. Вот остался Natural Park, вот бассейн. Так, в общем, выглядит он. Вот бассейн, и сейчас нету людей. В общем, он небольшой, люди здесь стоят полный рост и охлаждаются. И, соответственно, там тоже рядом вот с этим, там бассейн. Напротив здесь уже вот Калим или Камала, нет, Калим, на котором, собственно, не купаются, не катаются. Поэтому от этого отеля
нужно будет минут уже, наверное, 20 идти до пляжа. Ну, стоят тук-туки, то есть, опять же, если вы компании, он выйдет вам дешево, ну, или заказывать через приложение InDrive или Crab. Я, кстати, не договорила, здесь тоже вот ресторанчик рядом, не знаю, нормальный он или нет, мы во все это не ходили. И у отеля Nature вот здесь вот есть такой небольшой рыночек, где можно перекусить. Дальше отель Океанфронт. Ох, не знаю, доходить мне до него или нет. Сейчас посмотрим. Туда я точно уже не пойду. Запах здесь, честно говоря, не очень. Ну, дорога, как вы видите, вот такая. Вот. Мы почти пришли до моего отеля. Вот домики виднеются, крыши оранжевые. Вот там находится мой отель. Здесь, слушайте, я не буду в Океанфронт заходить. Я извиняюсь, но, в общем, вот так вот он. Вот такой. Здесь какой-то тоже ресторанчик при этом отеле есть. Подождите, мы можем здесь зайти. Давайте я вам... нет, это ресторан. Не можем. Ну, все. Вот там можно полюбоваться. Вот он. Давайте я зайду, посмотрим. Ну, я понимаю, что это не то, просто ресепшн смотреть. Но, тем не менее, так. Хотя бы небольшое очертание. Вдруг кто-то просто выбирает на этой стороне, и Океанфронт, он уже на удаленности. То есть вот мы прошли Natural, да, тоже где-то до пляжа минут 20 идти. Это вот, не знаю, что это, ресепшн, нет, это бар какой-то. В общем, дальше я уже не пойду. Пляж, вот тот, кто уже потерялся в моем видео, он с левой стороны. Патонг. А я в свой отель иду на правую сторону. Сегодня солнце то выходит, то заходит. Мне, честно говоря, больше всего нравится, когда солнца нету. Потому что вот когда солнце есть, то тяжеловато вот в час пик по времени, ну в час пик там, начиная с 12, уже очень-очень жарко. Вот. Так что специально снимаю без солнца. Может быть, не такая картинка прям солнечная. Зато мне комфортно идти по дороге. 7-Eleven, вот, еще один, то есть по дороге получается 3 7-Eleven или 4. А здесь вот виллы, о которых я говорила. То есть отель остался вот там. И сейчас я поверну налево, чтобы пройти к пляжу Патонг. Напротив Патонга находится Шератон отель. Вот он. А вот Патонг. То есть те, кто хочет приехать на Патонг, прям супер расположение. Здесь вот такой там басик выходит прям на Патонг. Рядом здесь прям барчик. Ну, вот это вот вся сторона, она вся в отелях. И какие-то отели будут встречаться, и барчики, ресторанчики. А здесь на углу, прям рядом с пляжем, есть Holiday Inn Express отель. Очень удачное расположение у него. Ну, для тех, кто хочет на Патонге бич провести время, отдохнуть. Здесь еще чуть дальше, то есть вот пляж в той стороне остался. Пройти там минут 7, наверное. В отеле Индиго есть. Он такой. А с левой стороны есть еще один новый отель.
тоже получается рядышком с пляжем. Пройти нужно немножко.